сегодня вот мы проснулись под кошачье мяуканье. Артур, давай скорее корми. Несколько дней просто такое было, что они по утрам не приходили. И мы просыпались так банально под пение птиц. Где вы были, а? У соседей, может быть. Причем всей командой как-то, так говорю, Артур, они, такое впечатление, что они договариваются. Ну, давайте этим утром пойдем к соседу. Ну, давайте, пойдем. Мои дорогие зрители, Христос воскрес! Поздравляю всех, кто отмечает этот светлый праздник. На момент съемок этого видео сегодня у нас 20 апреля. И так совпало, что именно в этом году православные и католики отмечают Пасху в один день. Такое совпадение происходит примерно раз в 10 лет. Вот, ну а прямо сейчас посмотрите, пожалуйста, сюжет о том, как Артур красит яйца, крашенки. Артур, расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, какая идея пришла тебе в голову, в твою творческую голову? Что ты сейчас делаешь? Что это будет? Обматывает, видите, обматывает ниткой яйцо. Мы потом покрасим это яйцо, а где нитка, там оно не закрасится. А в чем мы будем красить? Расскажи, ну это уже моя была идея, да, в куркуме будем красить. Раньше я в луковой шелухе красила, а сегодня впервые будем красить в куркуме. Интересно, что из этого получится. Красителями я не хочу, мне нравится использовать продукты натуральные. Я еще знаю, что думаю, Артур, у нас есть солома в ящике, где манго хранится. Может быть, мы еще солому как-то привяжем, будет еще красивее. Ну, я попробую, мы будем разные делать. Что-то, видите, не получается, Артур немного нервничает. Может быть, надо узлом завязать, а потом дальше, как зафиксировать, а потом дальше наматывать. Артур, ну улыбнись хоть, нужно этим заниматься с улыбкой на лице. Ну что, к сожалению, яйца не очень хорошо прокрасились, это уже видно. Метод с куркумой себя не оправдал. Сейчас будем снимать веревочки и посмотрим, какой узор получился. И получился ли он вообще. Артур, идем. Что там у нас получилось? Ну да, есть узор. Артур, ты доволен результатом? Да. У Артура на самом деле был уже опыт покраски яиц, но другими способами. Надо сказать, более удачные были способы. И лучше бы мы так бы и красили. Ну ладно, как говорится, Теперь кто не рискует, тот не пьет шампанское. Нужно пробовать. Не, ну тоже по-своему интересно получилось. Теперь облоб. Облоб, да, будем. Но не теперь, потом. Еще рано, Нет, Артур. вроде Мы не их еще будем дорабатывать. Не облоб, а вот так вот. Например, ты одно лицо берешь, и я. Кто разобьет другого яйцо, тот выиграет, а не облоб. Ну, можно и облоб. По-разному, Артур. Облоб Артур не хочет разбивать яйцо. А мы так играли. Мы, кстати, с братом еще разрисовывали яйца фломастерами. И потом тоже смотрели, у кого лучше получится. Показывали маме, папе. И они решали, у кого красивее получилось разукрасить. О, теперь мое. Мое, видите, яйцо особенное. Не, Артур, ножницами, потому что можно так и шкарлупу повредить, разбить. Поэтому очень аккуратно. Сначала, Артур, по-моему, я уже слышала какой-то треск. Это солома. Это солома трещит. И все в сторонку. То, что ты снимаешь, в сторонку убирай. И очищенные яйца, вот я специально приготовила, Артур, на чистую салфетку. Потом они еще подсохнут. Еще нужно будет, но если ты не захочешь... Комом. Если комом, не очень. Да, с соломой вообще не очень. Если ты не захочешь фломастерами разукрашивать, то нужно их еще смазать подсолнечным маслом. Кто там звонит мне? Папа звонит. Ну, красота же. Парам, как тебе? Парам хочет показать Ракеш-баю. Посмотрим на реакцию Ракеш-бая. Парам-то уже видел. Что он скажет? Our tradition.
Я говорю, это у нас такая вот традиция красить яйца किसने на बनाया है Пасху. अंडा कलर डाल के और रैप करके उसके लिए ऐसा आया Парам рассказывает, как мы красили, как добились такого результата. इसका आएगा पार्टी बने दारू के दारू चिकन ये Пара мне только что позвонил и сказал: Наташа, срочно, говорит, хватай камеру и бегом, тут что-то интересное происходит. Что же здесь происходит? Давайте смотреть. Сколько много людей. Так, и вот верхом на лошади сидит девочка нарядная. Нарядная, вся в цветах, красивая. Сейчас я узнаю, Парам. Парам, so what is this girl want to? No, this is not girl, this is boy. Vedant. This is boy. They never Это... cut hair. Today they first time cut hair. That's why they make function. Ничего себе, представьте, то есть в течение всей жизни вот это мальчик, друзья. 9 years they never cut hair. 9 лет этому мальчику, и вот сегодня, ну не сегодня, а может быть, today they cut. No, tomorrow they near temple and Значит, завтра они поедут к специальному храму, и там возле реки отрежут волосы, побреют, cut hair, full hair, да? remove all. Полностью. Вот представляете себе, в течение 9 лет этот вот ребенок, мальчик ходил с длинными волосами. Я реально подумала, что это девочка. А оказывается, это мальчик. 9 лет. 10 days make Представляешь? every day. See, this is А сейчас идет подготовка. Посмотрите, сколько много людей. Сегодня у них праздник. В течение 10 дней они проводили различные ритуалы, различные пуджи, традиции. Ну, давайте я ближе покажу. This is 10 days they make puja. В течение 10 дней, 10 days is grow, да? Grow. They Plants, put wheat, yeah. Значит, 10 дней назад они посадили семена и вот взросли. Пшеница это. Так, вы извините, я совершенно не подготовлена к этому видео, поэтому так на ходу пытаюсь понять, перевести и объяснить вам. Вот еще видите, сюда купюры вставлять. Говорит, иди сюда, поснимай. Anita, Miss Leila, and she's Anita. Hi. Nice to meet you, рада познакомиться. Вот, и я обращаю ваше внимание, что все только рады тому, что я снимаю видео, запечатляю всю эту сцену на видео. Девчонки молодые, это с кокосом, видите, здесь еще и кокос, коконат. Но я постараюсь еще более подробно узнать, для чего вообще это, собственно, надо. So what this reason? Расспросить, для чего? Why they not cut 9 years? Почему они не подстригали волосы в течение 9 лет этому ребенку? Все только за то, чтобы я снимала этот процесс на видео. Даже расступились, чтобы мне лучше было подойти. Посмотреть, никто не улыбается, но мне, например, ну как-то, знаете, аж какими-то моментами смешно, какими-то моментами жутко. И вот мне интересно смотреть на реакцию индийцев. В основном все серьезными лицами стоят. Артур тоже серьезным лицом. Дети, теперь этого понесло. Я вообще сегодня не ожидала, не планировала снимать об этом видео, поэтому постараюсь подготовиться. И, возможно, добавлю информацию о том, что здесь происходит. Даже Парам не в курсе. Говорит, вот еще показывай, вот покажи вот эту девушку красавицу. Ай. И мне. Вы у меня часто в комментариях спрашиваете или пишете, почему ты
участвуешь, да, как участвуешь вот в этих вот мероприятиях, ты же христианка. Ну, я не считаю, я считаю, что было бы некрасиво и некультурно отказать. Это вполне нормально. Ведан? Vedan. Your name Vedan? How old are you? कितना साल के? Сколько тебе лет? 9 лет. हाँ कभी निकलेगा? They want photo with my wife. Так, немножечко узнала. This is Mundan they make. Значит, представители определенных каст исполняют эту традицию. Значит, ну, например, возможно, что родители этого мальчика очень сильно хотели, чтобы у них родился именно сын. И пообещали Богу, что вот если родится сын, то он будет ходить, как в знак благодарности этому божеству, будет носить волосы в течение 9 лет, и только после этого они его подстригут, точнее даже побреют. Очень интересно, очень необычно. Я просто поражаюсь, да, вот как ребенку тоже, да, не стыдно было ходить с волосами. Anybody not kindle like this children? Kindle, of course. In our school, 3 children. Да, кстати, я видела, да, в Артурке на школе тоже мальчик ходит с гулькой на голове, у него гулька на голове. То есть, конечно же, да, вот с распущенными так никто не ходит. Это, видимо, сегодня, ну как, типа в честь праздника распустили волосы. Так они собирают, как у меня, такую вот прическу. Вот. И вот Парам говорит, что да, ну некоторые дети могут и... Ну, киндал это значит как издеваться, там, прикалываться, да, над такими ребятами. Но, тем не менее, вот родители, видимо, внушают своему ребенку, что так надо. И ребенок не возражает. Это соседский дом, и вот обращаю ваше внимание, коты сюда тоже захаживают. Вот Мурка у нас подкрепилась, потом пошла по соседям, да, киська, кись-кись-кись-кись. Да? Живем на 3 дома, и к другому еще соседу она захаживает. Почему вы такие худые, а? Объясните. Мне за вас краснеть приходится. В комментариях пишут, почему худые коты, почему мявкают постоянно, а? Я не знаю почему. Почему они худые? Может быть, порода такая, просто видите, шерсть короткая, может быть, из-за этого. А что, от глистов я периодически им даю лекарства. Ну, просто, может, не в коня корм. Ну, а сейчас мы собираемся на пикник. Посмотрите, что мы берем. Для бавина панир замариновали. 2 килограмма чикена, курицы, салат. Фрукты. Джекфрукт. Яйца крашеные. Напитки. Вода. Еще покажи, какие which plate we take. Я взяла еще вот такие вот тарелки в индийском стиле. На выбор. Нож, да. Knife you take. Окей. And что еще? Ложки. Spoon we not take. Ложки не будем. Сейчас Артур отпрашивает у родителей Вигнеша, чтобы они отпустили его с нами, чтобы Артуру было повеселее. Ну, he come in or not? Он пойдет? Собирается? Ну, хорошо. Я рада. Бегут наши ребята. А Намиш? Намиш not come in? А? А? Ну ладно, хватит и одного друга. Значит, друзья, вы видите, я переоделась. Я сейчас в спортивном стиле. Я считаю, что только так нужно ходить на шашлык, на пикники, как здесь называют. Вот, и еще хотела новость главную рассказать. Значит, вот эта вот поездка в Кокан у нас отменилась. Уже 100% мы никуда не поедем. Помните, мы планировали в течение 2 или уже, наверное, 3 месяцев. Мы, имеется в виду наша компания. Мы не были инициаторами. И в этот раз отменила поездку Ниха. Она сказала, извините, но не получается, потому что произошел форс-мажор у ее родственников, проблемы у дальних родственников ее мужа. Значит, одна женщина пожилая попала в больницу, и еще один мужчина
родственник дальний мужа загремел за решетку. Ну, об этом я расскажу чуть позже. И, в общем, Ниха сказала, что неудобно в такой ситуации ехать развлекаться на несколько дней в Какан. Ну, я не сильно расстроилась, я уже была к этому готова. Парам вообще обрадовался. И Бавин, вот, кстати, Бавин тоже идет сейчас с нами. Бавин еще и друга, видите, взял с собой, тоже не друга, а родственника, Аюша. А Бавин очень рад, что отменила поездку Ниха, а не он. И он уже признался, говорит, для меня, говорит, гораздо проще собраться куда-то в поездку на 1 ночь, максимум на 2, а тут, получается, у нас по плану было 4 ночи. Говорит, это слишком, и тяжело, и накладно. В общем, все, в принципе, довольны. И вчера вечером я Параму предложила, говорю, я всю жизнь, живя у себя на родине, в этот день на Пасху, ходила на шашлык с друзьями или с родителями. Это всегда была традицией. Весело, здорово проводить время. И Парам согласился. Ну, естественно, мы позвонили, предложили нашим друзьям. Я думала, что они откажутся. Я думала, что Ниха скажет, что ей на такие праздники тоже ходить неудобно. Но она с радостью согласилась и сказала, я хочу еще позвать. Мы, понятно, сделали, если Ниха, то это сразу и Приянка. Она еще там одну подругу позвала, как нашу общую знакомую. Бавину сказали, Бавин вот еще и друга привел. Так что вот только так надо. Получается, что нужно самим что-то организовать и поставить перед фактом. Мы, естественно, ни на кого не рассчитывали. Если бы они отказались, то мы бы все равно пошли бы своей семьей. Потому что иногда мы ходим своей семьей. Да что ж ты растеряха такая, а? This fall down. Поручила Аюшу. And where is Кок? Maybe Кок also? Хорошо, Коки остались в Аланчике. Значит, Ниха вместе с девчатами чуть позже подтянутся. Мы решили никуда далеко не ходить, ни на какой поинт. Будем отмечать праздник здесь, в парке, который находится в 10 минутах от нас, в парке, где мы обычно занимаемся йогой. Значит, друзья, парк на самом деле очень красивый. Я его вам много раз показывала. Весь цветет и пахнет, как говорится. Вот. Но мы расположились в не очень красивом месте, но зато комфортном для разведения костра. И что я сейчас отметила, боже мой. Значит, я всегда, когда раньше отправлялась на вылазки, у нас это называется вылазки, здесь пикник. Так вот, я никогда даже не переживала насчет костра, всегда полагалась на мужчин, потому что в нашей компании всегда были парни. Короче, в данной ситуации спички нет, ни у кого спичек нет. Зажигалки тоже ни у кого нет. Газеты тоже никто не взял. Мы сказали Бавину взять угли, он взял только угли. А все остальное забыли. Я просто, я этим не занималась. Я другое собирала, другое складывала. Вот сейчас ищем ветки, я не знаю, Парам пошел за спичками, спускается вниз. Связи здесь нет. Вот уже девчонки идут. Он им звонил, а они уже без связи. Уже не получилось до них дозвониться. Я думаю, что они тоже, как не курящие, спичек с собой в кармане случайно не взяли. Как бывает, что случайно у кого-то могут оказаться спички или зажигалка, но это не тот случай, не тот вариант. Так что Параму придется спускаться вниз в киоск покупать спички. Парам, and take newspaper! Чтобы сейчас потом может, и за газетой придется ему идти. Я надеюсь, что он услышал. Так, вот видите, Ниха, Приянка, Уша и Ушин сын Капиш. Капиш, может, у тебя есть спички, а? Но не признается, даже если есть. А то возникнут подозрения. Hi. Hi, girls. You don't have matchbox? Anyone? Случайно нет? Нет, мы забыли. We forgot. Артур уже предложил тереть. Расскажи, как древние люди, добывали огонь. Да. Вот, друзья, слава Богу, шашлык будет, я надеюсь. Главное, индийцы, большинство индийцев даже сейчас готовят еду на кострах. Не у всех есть дома газ,
газовые печки. Но по-любому у каждого есть опыт разведения костра. Ну вот как бы так и не скажешь. Ой, боже, как-то так неаккуратненько выглядит. Так, ну а сейчас я хочу спросить специально для видео, хочу спросить у наших друзей, индуистов, что они знают об этом христианском празднике. Кого первого? Who first? Кто первый хочет? Maybe Аюш? Я хочу Аюша спросить. What is a special day today? Расскажи, пожалуйста. Образованный парень, который закончил 10 класс, ждет результатов и планирует поступать в колледж. Окей, сейчас. I don't know that much, but I think it's Easter Day, and today, after Good Friday, 3 days later, Jesus came back to life. I know that much. Ну хорошо, значит, здесь большинство знают Good Friday, здесь называется у нас Страстная Пятница, многие знают здесь, именно в Индии, даже выходной был у Артура в католической школе на Good Friday, и, наверное, даже и в индуистских школах тоже в этот день выходной, и вот Аюш сказал, ну и я знаю, что сегодня Иисус опять воскрес, то есть он все правильно знает, но без подробностей. And Бавин мне сказал, что он с утра подготовился. На самом деле он подготовился, возможно, раньше он и не знал особо, но сейчас я ожидаю услышать от него длинную историю. О, боже, да, ладно, тогда я буду держать. Я его прицепила на кожу. Yes, Easter is a very special holiday. Celebrate many people in the world today. And I specially gift for you this Easter. О, Парам, come, I need your help. Хочу, чтобы Парам поддержал. Окей, Аюш, you hold. Maybe Парам busy. Не проблема. Давай ты, Аюш. Тебя тоже задействуем. Так, ну что, я готова принимать This подарок. is very special gift me and Ayush made for you. Special Артур, Easter egg. иди посмотри, что они сделали. Крашенку. Вот это да, Happy какие Easter. молодцы. Easter egg. Thank you, спасибо. Вот это да, какие внимательные. But that Это здесь есть сюрприз. Это девочки, мальчики, реально я не знала. Я сейчас прям даже тронута. Ну, очень приятно. Thank you, спасибо. Как в коробочку положили. Видишь, смотри, как Easter они egg. фломастерами разукрасили. Сейчас я ближе покажу на камеру. We also with Arthur today. Да, мы сегодня тоже готовили. Спасибо большое. Бавин говорит, я видел в Ютубе, нужно подарить яйцо крашеное. Так, и сейчас Артур. Сейчас, I'm already eat. You eat. Даже мы взяли с собой эти фрукты. Я говорю, я уже наелась. Вот, кстати, показываю. Это сейчас сезон джекфрут. Еще рано, Артур, надо, чтобы там были угли. Ни в коем случае. Это будет тогда не шашлык, а паленое мясо. Иди сюда, Артур, сейчас я тебя буду спрашивать. Идем, Артур, садись. Вот сюда садись. Садись и рассказывай. Я, конечно, Артуру рассказывала и раньше про этот день, про Великую Пасху. И что ты усвоил? Расскажи сейчас. И зрители не будут судить строго, потому что сегодня особенный день. Сегодня в комментариях должны быть только хорошие, приятные пожелания и комментарии. Вот, поэтому, Артур, не волнуйся, говори, как знаешь, своими словами. Сейчас. Это день, когда жизнь побеждает над смертью, а добро побеждает зло. Ну, подробно эту историю расскажи, как это произошло. Ну, смотри. На землю пришел Иисус. Кто такой Иисус? Это Сын Бога. Да. И Он очень-очень любил справедливость, боролся со злом и любил детей. Дети его очень любили. Один день Иисус сказал ученикам своим: сегодня меня кто-то повесит. А там был один король. Распяли это называется, распяли. Ну, повесили на крест, ты имеешь в виду? Да. Ну, это повесили, это по-другому. Ну, хорошо, ладно, дальше. Ну так вот, и этот король очень не любил этого Иисуса, что он он думал, что он такой вот, я люблю добро, он тоже хотел
Славы, да, да. хотел славы. И потом он повесил его. Ну, Распял, Артур, Ага. распял. Потом его ученики его сняли и в пещеру закатали, и камень. А потом через неделю, вроде через 3 дня вообще. Да. Ну так вот, там потом кто-то отодвинул этот, Не кто-то, а кто отодвинул это? Как это произошло? ну Бог отодвинул Ну, как этот ангелы. вот, ангелы, ну я не знаю, кто отодвинул этот булыжник. Потом, потом кто туда пришел, они очень удивились этому. И потом ангел сказал, что сегодня Иисус воскрес. Ну, спасибо, спасибо, Артур. Так, что я говорю, ребята, не судите строго, у нас не было никакой подготовки. Это у меня вот сейчас экспромтом возникла идея после того, как я узнала, что Бавин читал об этом празднике в интернете. Ну и у меня вот родилась идея поспрашивать. Все, так что я вас тоже поздравляю еще раз. Христос воскрес. Ну и что там у нас? Что у нас тут происходит, видите? Аюш в телефоне сидит, Бавин у костра греется, девчата общаются. И что? Are you enjoying? Ребята сейчас играют в выбивного. Посмотрите, как им весело, как здорово. Вот, кстати, за это мы и любим Бавина, что он умеет организовать компанию и со взрослыми, и с детьми. Поэтому вот всегда его выгодно брать с собой. Я сейчас могу расслабиться. Даже вот несмотря на то, что сегодня, да, у нас 4 пацана всего. Но я уже заметила, что уже Капиш, там Аюш начали... Ой, боже, чуть меня не попало. Хвататься за телефоны. А Бавин такой, нет, давайте играть. И я могу проводить время, как мне хочется. Ну, в принципе, тоже я обязательно с ними поиграю, потому что я тоже такие развлечения активные люблю. Первая партия мяса готова. Вот такой, как красивый шашлычок получился. Tasty? Вкусно? You like it? Вот Артур тоже в восторге. Значит, Бавин у нас вегетарианец, он не ест мясо. И вот сейчас мы, да, для тех, кто предпочитает вегетарианскую пищу, панир. Ну, я тоже, конечно, это люблю. Помидоры и лук. Тоже будет очень вкусно. Вот посмотрите, как девочки делают. Листики, видите, я не зря принесла, потому что многие предпочли именно есть с листиков, чем из тарелок. Вот, и еще что интересно, вот Аюш, это родственник Бавина, он из той же касты. Они вегетарианцы, но вот он ест мясо. Так что это, ну, тоже вот как, чтобы вы не думали, да, что в Индии, если каста вегетарианцев, то они не едят мясо. Кто как хочет, кто как себе решил. Вот, ну и нас окружили собаки. Если мы их сейчас не покормим, то, может, они нас сожрут. Attention. Внимание. We have like this tradition. Now we make competition with Артур. Сейчас мы будем соревноваться с Артуром. Which one is most strong? Какое яйцо? Ого, Артур. Артур Брок. Давай, Артур, теперь с Капишем. И давай. Ну, ऐसा फोडायचं नाही मारायचं एकमेकांना Капиш не понял, взял у себя в руке, раздавил яйцо. Ну все, давай. Ах ты ж. Ой, Капиш. Ну окей, where is Бавин egg? Вот Бавин гифт. Еще одно осталось это. Давай, ма. Целое. Об лоб теперь. Об твой лоб? Нет, об мой лоб. Но я должна разбить об твой лоб? Нет, ты об свой, и я об свой. У кого? मसाला बहुत Да. मस्त Ну это я так не могу. Ну хорошо, давайте. Я сейчас об свой лоб. Только one time, да? Одна попытка. Значит, я сейчас пытаюсь разбить яйцо об свой лоб. हे बघा डोक्याने फोडतात क्या Two, सुबह किया सुबह कल करने के लिए Получилось. कल सैटरडे था सैटरडे 2, 1. नहीं किया मेरे को रूम ढूंढने का था सुबह करके रखा मैं Боже мой.
Я специально воду взяла из-под крана, чтобы руки мыть. И собака подходит, когда мы моем руки, она подходит, оказалось, что ей хочется пить. И вот Артур придумал, как напоить собак. Ты посмотри, какие бедненькие. Ну да, сейчас жар. Нет, это не хочет. Если бы это хотела, хотя тоже хочет. И покушали, Артур еще и побрызгал вас, охладил. Сейчас и Парам решил поиграть в крикет. Посмотрите, крикет, what is this game? Вы только посмотрите, как мальчик наш разрезвился. Мы немножечко в бадминтон поиграли с девчонками, но сейчас ветер, поэтому не получилось нормально сыграть, а может быть такие игроки. Но мне на самом деле лучше всего получается играть с Бавином, либо с Насимом. Помните Насима, нашего повара? Бавин победил. Посмотрите, как он радуется. Congratulations! Ну все, мои дорогие зрители, я специально отошла ото всех к этому красивому кустику цветущему, для того, чтобы с вами попрощаться. Еще раз, Христос воскрес! Всем нам я желаю мирного неба над головой и побольше радости. Все, всех люблю, целую, крепко обнимаю. Пока-пока! Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.